Приехали мы сюда, отсюда свернули с трассы и поднялись на дамбу. Это, судя по всему, дамба. И здесь мы никак не можем нигде развернуться. Нам придется задом вот эту всю дорогу сдавать и выезжать туда. Доброе утро, маленькие. Вчера у нас что с вами произошло из неприятного? Ничего, по-моему. Ну как ничего? Мы купили в подарок всем красивую посуду, которым славится регион Каппадокия, да? В Турции. Такая расписная красивая посуда. Везли И у нас ее. разбилась вся посуда. Да, она выпала вот из того верхнего шкафа, когда мы ехали, проехали одну кочку. Он открылся, и вся посуда вылетела. Полы разбилась. А сегодня вы посмотрите, как мы идем в игрушечный магазин. Ну, сегодня день начался. Сегодня мама их убила на шкаф до дня рождения. Про игрушки сейчас до рождения она убьет. Да подождите, я еще про посуду не рассказал. Нам пришлось заехать в город Аванос, рядом с Каппадокией, где именно вот делают эту посуду, и купить ее снова, все опять. А сегодня у папы потерялась карточка с нашими всеми фотками за это все время. Ну, У да, него все время теряется, и он носки теряются, джинсы теряются. Главное, что дети не теряются. Это самое главное. Собрались и выехали с места нашей ночевки до города Большого Самсун, который первый нам встретится, прибыв на Черноморское побережье, так скажем. Остается час езды. Девчонки очень ждут большой торговый центр, потому что мы пообещали им купить заранее здесь подарки, то есть Владе подарок на день рождения, мелким заодно то что-нибудь небольшое. Потому что день рождения у нее через 2 дня, и в Грузии мы как бы особо не встречали больших таких магазинов с игрушками, и там как-то дороговато нам показалось. Вот, поэтому планируем здесь купить подарок, убрать его на полочку до назначенного дня, до дня рождения, и уже по пересечению границы, по приезду в Грузию, в Батуми будем отмечать день рождения, подарок. Вот такие планы. Погода у нас солнечная с утра. Вот. Хочу сказать, что очень сильно здесь меняется природа. Буквально вот за 80 километров до Черного моря все сразу резко начинает зеленеть, все поля ярко-зеленые, красивые, на деревьях листики уже появляются, многие деревья цветут. Воздух пахнет какой-то такой приятной сыростью. На улице не жарко и не холодно. Средняя температура, может быть, градусов 17-18, наверное, сегодня. А до этого мы ехали по такой засушливой местности. В общем, Турция между двух морей, вот эта вот середина, она такая не особо приятная. Там все такое серо-коричневое, засохшая трава, листья до сих пор не распустились на деревьях, все деревья голые стоят, хотя уже апрель, вот-вот начнется. И, в общем, все поля тоже серые, только там, где полив у них, они начинают зеленеть. Такая местность скудная, растительность там скудная. А здесь уже природа просыпается, так скажем, ближе к морю. Только я вам все это рассказала, у нас сломалась машина. Пошел пар из-под капота и вытекло много антифриза. Вот мы скатимся с горки, там какой-то на карте вроде есть автосервис. Вот будем разбираться, дай бог доехать до него. Сядь, пожалуйста.
Машина у нас стала греться, антифриз, видимо, уже весь вытек. Откуда он идет, я вообще не вижу, не понимаю. До сервиса мы не дотянули. Сейчас, может, остынет, воды дольем, поедем на воде. Здрасте, приехали. Здрасте. И вы знаете, вот такие моменты, когда происходят с детьми, такое настроение резко падает, нервы начинаются. И снимать, ну, ничего не хочется, брать камеру. Потому что не знаешь, как это закончится, а нам же нужно границу пересечь. Если мы не успеем пересечь границу, нас Грузия может не пустить, говорят, такие случаи есть. И мы вообще застрянем. Ну и чтобы вот вам показать, как это путешествие происходит, все-таки вот заставляем себя снимать такие моменты. Да, Маша? Ну да. Вот, соединение расхреначило. В общем, у меня хорошие новости. Там трубку вырвало. Он прям сразу подошел, нашел трубку эту. Эту трубку надо сделать. И у нас нет наличных. Платить-то ему как. Подъехали мы в ближайший сервис. Вот что значит человек, ну, на сервисе, знающий. Я здесь лазил с фонарем, не увидел. А он сразу подошел, я фильтр снял воздушный. Вот трубку вырвало с антифризом. У нас антифриз весь вытек. Залили воды, на воде доехали. Так что, слава богу, что так. Мелочи жизни. А случилось это из-за того, что мы спускались вниз. Я включил пониженную передачу, чтобы двигателем тормозить. Обороты резко до 4000 поднялись. Оно пых так сделало. И вырвало, короче, трубку. И он охлаждает двигатель. Вот Третью канистру антифриза заливают. У нас вот эту трубку оборвало через... А здесь все, вот уже вся вода вытекла, которую мы долили, чтобы до сервиса доехать. Если двигатель перегреется, он сломается. Отойди туда, не пойди, Слава. Сюда. Слава, сюда. Все сделали, в общем, залили антифриз 1500 лир, он сказал. У нас карточка, сейчас поедем куда-то туда, там оплачивать. Еще фонарь нам меняют, вот. Фонарь у нас был разбитый, вот этот. Сейчас фонарик поменяем и поедем тоже. Чтоб в Самсуме? Нет, подъезжаем. Мам, кто починил нашу машину? Дядя. Дядя, который заходил к нам в машину? Да, дядя из автосервиса. Будем надеяться, что починил нормально и что мы доедем. Вы рады? Да. Игрушки. Конечно, вам только игрушечки важны. Игрушечки покупать. Сядьте, пожалуйста, только хорошо, как следует, ладно? Идите. Я вот что хочу сказать, дорогой муж. Ситуацию можно описать одной пословицей. Не было счастья, да несчастье помогло. Знаешь такую пословицу? А что случилось? Ну вот ты с утра нервничал, потерялась SD-карточка, все настроение плохое, все не очень хорошо, на нервах все. Вот, а я говорю, что это мелочь, потому что карточка, она все равно найдется, она из дома никуда испариться не могла. Знаешь, как профессор Преображенский говорил в романе «Собачье сердце»? Я еще не договорила. Он говорил, наивысшее удовольствие человека – это избавление от страданий. Поэтому Ну, я не договорила еще свою мысль. Вот, и когда что-то случается такое, вот типа с машиной, что ты можешь не доехать там до границы, можешь понести большие финансовые потери. В общем, надо радоваться, когда просто все хорошо вот с близкими, что все здоровы, машина едет, на улице солнышко, прекрасная погода. Это да, но я же Вот. не психовал в этот раз, правильно? Ну, хорошо, что не психовал, но все равно как бы уже все настроение какое-то испорченное, все типа грустно. Вот, а по сути это все мелочи. Так что надо радоваться каждому моменту. Да все хорошо. Кто собачье сердце?
мы добрались с тобой до Черного моря, всю страну проехали. От Средиземного до Черного моря. Вот оно, Да, родное. хорошо, что наше. добрались, но погодка здесь чего-то не очень. Сейчас ехали буквально отсюда полчаса, где машина как раз у нас подломалась. Там было солнечно всю дорогу. Стали к Самсуну подбираться, начались туманы. И вот в итоге в самом городе пасмурно и капает дождик. Сейчас через 11 минут уже будем в торговом центре. Вот здесь вот такой у нас разворот. Ехали вот так, а надо повернуть вот так. Поехать в обратную сторону. И делать это приходится в 2 приема. Потому что машина длинная. Ехали в гору, теперь с горы. В торговом центре в этом мы были. Маша, у на тебя пути кто-то сюда. сзади наблюдает за тобой. Ну, он не за мной, он ждет торговый центр с игрушечками. А торговый центр, а машина нам вниз. Вот, и мы на пути сюда были в этом торговом центре. Но мы там только продуктами, правда, закупались. Поэтому решили туда же поехать. Вроде он большой, игрушечки должны быть в наличии. Город Самсун, он очень такой гористый, просто жесть какой гористый. Вот нас сейчас навигатор куда-то просто вверх, вот так вот, чуть ли не вертикально ведет к этому торговому центру. А еще здесь очень плотная на Черном море, в Турции очень плотная застройка домов. Дома вот такие, причем большие, огромные, ну, достаточно многоэтажки. Не то, что маленькие домики, там прикольно, когда близко строят и получаются маленькие уютные улочки. А здесь такие, как бы, большие дома. И между ними расстояния практически нет. Очень плотная застройка. Еще и горы вот такие вот. Ездить, конечно, не очень комфортно. А вон там уже вон кораблики стоят. Какой-то портик черноморский. Здесь Турция совсем такая не туристическая. Отелей вообще никаких на Черном море у них здесь нет. 5-звездочных нет. Ну, 5-звездочных, да, в смысле таких, где там все включено, как, ну, все привыкли Турцию представлять. Да и таких прямо пляжей каких-то песочных, там еще, ну, вообще каких-либо пляжей особо мы тоже не встречали. Может быть, просто не искали. Но вот пока едешь по береговой линии на Черном море в Турции, это вот город с одной стороны такой плотной застройки, с другой стороны вот такие какие-то как пирсы, что ли, уходят, каменные в море периодически, везде кораблики и длинная велодорожка. Наверное, можно на все Черноморское побережье, мне кажется, здесь проехать по велодорожке. Припарковались рядом с торговым центром. Еще новости. Вот колесо у нас спускает переднее. Сейчас зашел в магазин, вон там сзади, с шинами. Говорю, сколько стоит шина такая? Он говорит, 5000 лир одна шина стоит. Сейчас проверим. Переднее колесо у нас Все. Парковку у этого торгового центра встать нереально нам было. Там очень мало места, и все едут на подземный парк. В общем, мы выбрали самый лучший день для походов за игрушками по магазинам. Оказывается же сегодня... Прыгай. Сегодня закончился Рамадан, и куча народу. Просто не протолкнуться в торговом центре. Наверное, быстренько сейчас дойдем до игрушечного. Как-то обратно будем двигать. Сегодня был, наверное, лучший день для того, чтобы просто ехать. Не ходить по магазинам. Не подумали мы об этом. Ну вот мы пришли в игрушечный магазин. Дети все уже не могут ждать, все обждались. Наверное, каждый помнит такой день, когда в детстве что-то очень хотелось, и просто уже было невмоготу терпеть. Но правда, у нас всегда в таких магазинах начинается ступор у детей, потому что игрушек-то у них много, и чего пожелать они уже не знают. Так что вот сейчас, мне кажется, мы столкнемся с тем же, что я не знаю, чего мне выбрать. Ну вот, начались метания, скитания. Мамочка, кого мне выбрать? А я не знаю, кого я хочу. Она Да? хочет и опалка, и Малыши, бычок. покажите, каких вы выбрали. Нет, мама, Каких можно я котов? покажу по магазину и выберу? Ну, смотрите, а Влада вот думает между такой собакой. Или Стоит она 4000 лир. Ни хрена себе. И такого ляпа. Или леопард, который 1500 стоит. Угу. У нас такого не было.
Зато мы оценили очень каждую свою игрушечку, долго ждали. И это, мне кажется, в нашем детстве покупка игрушки гораздо больше доставляла удовольствия, потому что выбор был небольшой. Вот. И любили каждую свою игрушечку. Очень долго ей играли. Ну, вроде сегодня обошлось. Без истерик. И довольно быстро получилось выбрать. Слав, покажи, кого ты выбрала. Такого котика с переносочкой. А ты кого выбрала есть? Ой, вот такого черненького котика с переносочкой. А Влада кого выбрала? Влада? Большого гепарда. Ой, большой леопард. Он тут и какает, и ест, и что-то еще делает, да? И бегает. Вот такого. Бегает. И еще лак для ногтей. Ой, держи. И еще лак для ногтей. Это мы будем красить, чтобы Влада не обгрызала ногти свои, потому что она их очень сильно постоянно грызет. Они все в зусе на спине. Мы уже давно такого не встречали, чтобы с нами фоткались. Они причем выглядят примерно как мы, ничего такого, как бы, да? Мы с Машей закупились еще недорогой одеждой в Айкике. И сейчас будем кормить детей вредными куриными ногами, которые они увидели нарисованные на эскалаторе. Да, потому что уже готовить уже некогда, потому что и так уже полдня потеряли здесь, а еще ехать придется сегодня. Магазины очень всё выматывают сильно. Ну, когда такая толпень, конечно, как в Новый год, здесь даже хуже. За курицей нереально пробиться, поэтому идем вниз обратно. Ребят, честно, мы просто в шоке от такой толпы. Здесь реально просто не протолкнуться. Нам нужно купить продукты, потому что дети голодные. Вот, и мы все-таки не сбежали и до сих пор еще здесь. Но я ни в одном нашем торговом центре большом никогда не видела такой толпы. Теперь понятно, почему вся средняя часть Турции такая пустая. Потому что все живут в Самсуне и ходят в этот торговый центр. Вырвались мы из этого магазина. Сейчас нужно будет подкачать колесо и искать где-то шиномонтаж. Так, конечно, ехать не очень приятно. Ребята, вот пришли турки, говорят, давай поможем, подключим, говорит, воздух. Говорит, подкачаем. Да, у них компрессор помощнее, прям на глазах колесо качается. Теперь надо будет шиномонтажку, но они вроде говорят, что можно поехать, здесь где-то есть шиномонтажка. Я ребятам в Турции первый раз в жизни такое бывает. Говорю, сколько денег? Они говорят, ничего, езжай, говорит, в Россию, деньги не надо. Вот мастер сделал колесо. Çok teşekkür. Benim number writing problem var. Sarp sınır kapısı telefon. Ha? Вот, ребята, запомните, в Самсуне Туна Отоластик. Если с шинами проблемы, обращайтесь к этим ребятам. Ну что, сколько шиномонтаж стоит? Ничего не взяли, Маш, денег не взяли. Как? Я им грузинский предложил наличные. Мне говорит, езжай, Россия. Говорит, если проблем будут, телефон дали, звони, говорит. Ничего себе. Прикольно. Вот так вот заканчивается этот световой день. Начался он нервно, а заканчивается на большом позитиве. Так что очень рады, что встретили таких людей. Действительно вот помогли в дороге. Что сказать еще, не знаю даже. Мы продолжаем движение. Погодка не очень, мягко говоря, очень пасмурно.
прохладно и дождливо. Планировали проехать сегодня много, но не получается. Вот, но в плане ремонтов сегодня как-то очень удивительно. Попались такие вот люди добрые, хорошие. Обычно турки пытаются заломить плату за услуги свои. А здесь сегодня первые, которые нам ремонтировали, нормальную озвучили цену. Вторые вообще бесплатно. Удивительно отремонтировали. Колесо. Возможно, это близость к Грузии, гостеприимный, так влияет на народ. Хотя до Грузии, хотя еще 9 часов нам пилить. Ну сколько надо проехать все равно. А то завтра нам будет тяжело, завтра нужно, наверное, пройти границу, чтобы не проходить границу во Владин день рождения. Нужно как-то ее пройти завтра. Будем стараться ехать. Мы приехали в город Орду. Сейчас будем парковаться. Нашли парковку в городе на побережье, на Черном море, там прямо возле моря. Покушаем и будем отдыхать. Завтра предстоит нелегкий день. Будем весь день ехать до границы с Грузией. Здесь вот так туманно. И как и во всех черноморских городах Турции, очень густо заселено все. Большие дома, такие не очень широкие улочки. То в гору, то с горы едешь. И то прямо едешь. И сегодня, кстати, здесь, на Черноморском побережье Турции, всего плюс 11 градусов днем. Прохладненько. С второго раза Маша нашла парковку в центре города. В тумане он выглядит, кстати, неплохо, этот городок. Здесь небольшой жилой район. А вот мы стоим. И здесь фура. А там парк развлечений. Сейчас Маша будет готовить ужин. И будем ложиться спать. Томительный сегодня день был. Да, быстрее только. Сейчас найду картинки. Тут надо все картинки найти. Найди. Ребята, такая история. Однажды жил-был дома леопард по имени Парди. Потом Парди увезли в леопардий приют. Вот как его везут и как он бешеный. Коробки сидит. Коробки сидят в кустах. А потом Парди сидел в клетке. Вот в леопардьем приюте. Вот его вода, а вот его мясо. А мое мясо где? Вот Где мое нравится мясо? мне, блин. Твое отдыхает там. Теперь история про... Подожди, вон мое мясо там. Теперь вторая история про как там его? Лефти. Однажды Лефти был у себя дома. Потом его забрали в львячий период. Где он? Львячий приют. Вот период. Вот вторая часть, как он ехал в грузовике бедной с коробки. Львячий период. Вот у него зубы отрастут пожелтели. Прекрасная история. И конец у него это тоже, который я поищу, да я сидел в клетке. Мы знаем, где конец. Это не опасно. Будет сейчас конец, он близко. Конец сзади. Конец был сзади. Давайте поищем. Мы там поищем конец. Вот конец истории. Как льва увезли в львячий период. Вот мясо его, а вот его вода. Угу. Бедный львенок. Это большой лев взрослый. Его поймали, чтобы люди смотрели львов. У нас наступило утро, и мы выдвинулись дальше в сторону Сарпи. Утро очень туманное, вот такое вот черное море. Все в тумане, не видно даже особо ничего. Такая велодорожка проходит по городу, все гуляют, катаются на роликах. Как
Когда с утра заводишь старую машину, начинаешь движение, особенно если накануне были поломки, сперва прислушиваешься к каждому звуку, каждой вибрации, нервничаешь, как бы чего не сломалось по новой. И потом уже через определенное время, там через полчаса, через час, начинаешь успокаиваться. Я думаю, такое ощущение, когда еще на самолете взлетаешь, вот то же самое, нервничаешь первое время. Мы добрались до Трабзона. Маленькие тут у нас подкашливают, тоже заболевают. У Яси простуда на губе вылезла. Влада у нас тоже что-то без настроения, хочет дырку от сыра. Мама Да, они просто спали. Поспали, молодцы. А то границу, наверное, вечером был проходить. Что скажешь, Славяш? Славинтий. Уже минут 20 продвигаемся по пробкам, давненько такого не было. Но ощущение не очень приятное. Маша хочет опять в торговый центр, хочет опять одежду себе покупать уже. Неправда. Надоело это все. Неправда. Я хочу шалган. Литра в 5. Шалгана. Ну, у нас друг заказал шалгама, чтобы мы ему купили, с собой привезли. Потому что в России его не найти нигде. Я не поняла, если честно, в чем прикол его. В общем, обычный рассол такой на вкус, как из банки с огурцами, только цвета свеклы. Выходим, вот сюда вот встаем и больше не двигаемся, дорога. Выходи, проходи. Идем ко мне. Стой, 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 стой. Все, идем сюда. Идем со мной. Вот сюда на травку идите. На травку. Маш, кто в Трехгорке жил, тот парковку всегда себе найдет, да? Ну да, это точно. Конечно, чтобы купить несколько бутылок шалгама, мы могли заехать в маленький магазин и не мучиться здесь с парковками. Но когда едешь длинную дорогу, нужно все равно пройтись, где-то размять ноги, тем более детям. Ау! Дети! Дети! Давайте вы за рулем поедете. Нет. А я буду отдыхать. А знаешь, куда мы едем? В места, где Starbucks превращается в Starbucks. Заехали мы тут в сувенирную по дороге. Хотим купить нашему грузинскому другу Алико подарок, турку. И решили заодно взять ножи себе. Тут какие-то знаменитые турецкие ножи. Маш, что ты пишешь на них? Это ты пишешь. Машина кухня. Такие взяли ножи желтые. Сейчас там вот лазером пишет кухня Маша. Ну как сейчас, Маша, с технологией лазера? Раньше выбивали кость, чем там камни. Много разных ножей есть. Интересно. Точилку ты купила, Маша? Это к мужской части. Ну, теперь должна мне приготовить все очень вкусно, Маша, с этими ножами. Понятно? Приготовить очень вкусно? Бутерброд с сыром мне сейчас сделай за рулем? Или что-нибудь вкусное? Нет, я их пока открывать не буду. А с тунцом? У нас 7 вечера, мы остановились в 30 километрах от границы с Грузией, чтобы покормить детей и собрать все вещи и... Идти на границу. Да, идти на границу и подготовить все документы. Мы, конечно, подустали уже за эти дни. Все, едем и едем, едем и едем. Надеюсь, все пройдет хорошо. Нам просто сказали ребята, которые уже в Москве, наверное,
с мальчиками, которые были. Они проходили границу из Турции в Грузию и что-то там типа придрались к вещам в пакетах от Зары и от брендов, типа, что вы везете запрещенку или типа того. И нам сейчас нужно все пакеты опустошить, все сложить в шкаф, чтобы не было никаких вопросов. Еще у нас не так много денег на карте грузинской, поэтому надеемся, что нету штрафов больших, чтобы у нас на все хватило. Чеснок маринованный, турецкий. Не острый. Соленый. Хотите, подписчики, попробовать? Приезжайте в Турцию. В город. Да у нас тоже есть маринованный чеснок. Он даже повкуснее. Я люблю хрустящий такой. Да, Маша? А ты любишь? Люблю. Еще квашеной капустки, да? А котлеты у нас жарятся, которые детишки сами слепили. Как котлеты ваши называются, которые вы сами слепили? По-добермановски. Как? По-добермановски. По-добермановски. Что? Все ручной работы свое. Скоро в Грузии все будет уже слеплено. Ой, да, там. Я так хочу в Грузию, хочу хинкали. Хочу вот эту всю их еду. Хинкали, чтобы потолстеть, а ты худеешь. Подписчики, когда хотите похудеть и вы в Грузии, забудьте о хинкалях. У нас сейчас мама, расскажи, как готовила Влада, как в Египте в отеле. Расскажи. Мама случайно зажгла на сковородке огонь. Да, на весь автодом факел зажгла. У нее же теперь шеф-повар с новыми ножами. Приятного аппетита. Спасибо. Так, всех мы покормили, собрали все вещи. Документы вытащили из сейфа. Сейчас будем выдвигаться в сторону границы. До границы Сарки остается 20 минут. Вот едем, дорога тут плохая уже стала. Проехали Хопу, город турецкий. Здесь фуры вдоль дороги стоят. Мы так предположили, они уже стоят, причем давным-давно. Мы предположили, что им просто негде, наверное, ночевать, спать, останавливаться, потому что на всем побережье не встречалось там таких парковок, где могли бы встать фуры на ночь. И вот они здесь вдоль дороги, и справа иногда, и со всех сторон. Слева и справа стоят. Маша у нас с детьми пошла пешеходной дорогой. Все документы у меня. Первые КПП про посмотрели машину так мельком. И сказали, езжай дальше, дальше будут документы проверять. Так вот, подъезжаем мы к проверке документов. Очереди нет. Когда мы ехали в Турцию, была большая очередь, сейчас ее нет. Второе, прошли, документы проверили, СТС-ку взяли, пробили. На удивление, вообще ничего не сказали. Ни одного штрафа, что ли, у нас. Вот какие мы молодцы, как ездим, отлично. Смотрим, что будет дальше. Самое интересное должно быть на границе с Грузией, потому что у нас категория С у машины, кто не знает, у автодома. И в связи с этим есть некоторые моменты, о которых я вам сейчас расскажу. Вот сейчас грузин здесь стоял, проверяющий. Я думал, это турки еще стоят. Я ему говорю, Мираба. Он такой, я уже хотел разозлиться, говорит, на тебя. Я говорю, Гамарджоба. Он говорит, ну это другое дело. Владимир Владимирович говорит, привет, передавай. Знаешь, говорит, куда ехать? Я говорю, нет, не знаю. Он говорит, вот туда едьте, легковые машины. А насчет легковых машин я не знаю, потому что у нас дозвол, вот, это на грузовую. Сейчас могут развернуть и отправить на грузовую. В общем, рассказываю подробно. Эта бумага называется дозвол. Если у вас категория С, она вам необходима. Или даже если у вас не С категория, но типа грузовой фургон. Мы когда заезжали в Грузию, нас не пустили без этой бумаги в Верхнем Ларсе. И мы вернулись и покупали, вот 10 тысяч рублей она стоит, эту бумагу. Но она действительно год. А когда мы заезжали, был конец года. То есть старый дозвол у нас уже не действителен. Поэтому в Турции мы думали, что когда мы будем ехать обратно, нам он уже будет не нужен, этот дозвол. Но в чате, вот есть чат, где приходят границы ребята, был один человек, который на грузовом фургоне, типа транспортера, попал между границами. То есть его Турция выпустила, а Грузия без дозвола не впускала. И он 2, по-моему, дня просидел между границей, ждал, когда ему привезут.
И спасибо большое, что вот нашлись ребята, которые нам в Турцию, они ехали и проездом захватили нам из России, из Владика, дозвол и привезли. Сейчас посмотрим, пригодится он или нет. Вон там Маша идет на паспортный контроль, меня еще не видит. Интересно, заметит? Нет, не заметил. Вон она уже в Грузии. Тут у парня какой-то затык. Его не пускают, может сейчас развернут. Посмотрим, как у нас. Главное, чтобы в грузовую очередь не отправили обратно из-за дозвола. Я думаю, что все будет хорошо. Ну что ж, мы проехали все границы, слава богу. И сказали, что нужно сделать страховку в течение часа. Здравствуйте. А сколько у вас стоит страховка? Я не знал, что Мы просто там обычно делаем подальше. Если нормальная цена, сделаем. Сейчас. Заходите, заходите. Там, Давай. короче, что там было у тебя? Давай, расскажу, иди, заходи. Что-то Заходи, смешное? заходи. Короче, Маша, Так, сейчас ничего у нас осталось с тобой только 26 лари. Все остальное ушло на штраф. Что ты врешь? Я не вру, вот так вот ездим. Ты обманываешь. Что будем делать? Сейчас узнаем, обманываешь? сколько будем без страховки Там ездить. что-то новое. Маш, я пошутил насчет штрафов. Никаких штрафов у нас не было. В общем, сейчас оформили страховку грузинскую на 15 дней 42 лари. Вы откуда едете? Из Турции. И вот с женщиной познакомились, приятной, интеллигентной. Нужно доехать по пути нам до Батуми. Довезем, да? Вас как зовут? Меня зовут Марина, я врач-гинеколог. Вот перешла в Сарпи, там туда, в Кемалпашу. А, вы работаете в Турции, да? Не, я не работаю. А. Я перешла туда, и там авария была, и мы застряли, поэтому так долго. Понятно. А то я так никогда не задерживалась. Сейчас сын тоже с ума сойдет, если смогу позвонить ему. А живете-то вы, получается? А знаете где? Я Батуми. живу где-то, как его. Орби, знаете, вот Ну эти да, Орби? На пивзавод. Ну все, мы довезли женщину. Всего вам доброго, интересно пообщались. До свидания, хорошего вечера. Открой, Маш, там. Да. Маша, я сбегаю в магазин. Хотели мы, значит, возле границы на пляже встать ночевать, но вот женщина попросила довезти, говорит, мне до Батуми надо. И мы решили уже ехать до Батуми, ее отвезти. Что она там будет искать, ловить в ее возрасте. В общем, мы стали здесь на парковку в центре, на набережной. Еле заехали. Там столбик вообще погнули. Ну, там охранник все видел. Он сам руководил этим процессом. Я вообще не хотел здесь вставать, потому что будет шумно ночью. Но Маша говорит, я уже не в состоянии. Завтра день рождения, давай вставать здесь. В общем, встали. Будем ночевать. Друзья, вот мы встали. А как вы помните, мы здесь стояли? Есть такой вид. Тут пес домашний. Вон там живет. Горний. Альбинос его зовут. Начало. Вон там недостроенные какие-то многоэтажки. Так, увеличить не могу. Забыл. Кусты. Сейчас покажу, что завтра. Почти так же. Вон там какие-то деревья. Говори слабо. Снимай. Тут такая из кустов гора. Красивая. Трава. Такая вот. Прямо такая. Тут был у нас пес по имени. Вот у нас пес имени Альбинос. Альбинос вот он. И сколько мы ему даем. Он вон там живет, вот, ну, вон там прикинь, ну. У нас был пес Рекс. На этом месте он убежал. Вот, на день рождения вроде купили такой вот. Сейчас я вам, ребята, покажу, как он ест. Смотрите, как он ест. Он рычит. Смотрите, вот он. Всем привет! У нас сегодня знаменательный день. У нас день рождения у нашей любимой старшей дочки, которую зовут Влада. Вот
такой у нее гепард. Яся, что ты хочешь пожелать Владе на день рождения? Надо желать... Чтобы у него не терялся гепард, чтобы она осталась навсегда у нас, и чтобы она не потерялась. Слав, а ты что хочешь пожелать? Чтобы у него не потерялся гепард, чтобы у него все не застрял в горле, он не сломался, и Влада не упала с скалы, и чтобы она никогда не ранилась и не потерялась. Да, в этот прекрасный день у нас появилась Владочка. Она была очень маленькая, такая красненькая, когда появилась. И наша жизнь кардинально изменилась. В ней появился огромный смысл. Вот, я очень счастлива, что у меня есть такая прекрасная дочка Влада. Я ее очень сильно люблю. И хочу ей пожелать, чтобы она была обязательно здорова, счастлива, чтобы у нее всегда было хорошее настроение, чтобы у них с сестренками всегда был мир, дружба, всю жизнь, чтобы они были вместе. Влада, я тебе дарю 3 высоких подкида на день рождения. Давай, клади гепарда. Мама, Давай. Давай, руки убирай. не высокий. Первый подкид. Руки убирай. Второй подкид. И третий подкид. Ну ладно, вам тоже давайте по 2 подкида, потому что на ваш день рождения не было. Ты его как-то назвала, Влад, гепарда своего? 2. Как ты назвала-то гепарда? Парди? 2. Классно. А что он умеет делать? Он умеет рычать. Еще я хочу поблагодарить свою любимую Машу. Без нее не представляю свою жизнь. Хотя мы ссоримся с ней иногда, я ее очень люблю. Спасибо ей, что она мне подарила такую семью. Влада, рассказывай, какой у тебя сегодня праздничный стол? Что у тебя сегодня покушать У есть? меня есть картошка фри, помидоры. Подожди. У меня есть картошка фри, яблочный сок, помидоры и курица гриль, и салат с сыром какой-то, и забыла. А еще мы хотим сейчас устроить после еды один конкурс для маленьких. Первый у нас будет, ребята, конкурс. Угадай еду. Подписывайтесь на канал, ставьте больше лайков, больше. После угадай еды будет разные эмоции. Когда наберется 100 тысяч лайков, тогда мы снимем новое, самое крутое видео. Мы пробыли в Турции 3 месяца. Спасибо этой замечательной стране и тем хорошим людям, которых мы встречали в ней, за это приключение, которое нам довелось испытать. Нам очень понравилось наше путешествие, я надеюсь, да, Маша? Да, конечно. Но всегда приятно вернуться в родной край. Ну, Грузия не родной край, но как только переходишь границу, уже есть ощущение, что веет чем-то таким родным, приятным душе. Уже слышна русская речь. И вот сегодня мы прошли по Батуми немножечко. Какое-то прям вот, не знаю, хорошее на душе ощущение. Из этих старых домов, подъездов пахнет так знакомо, как у нас там, не знаю, очень, короче, приятно. Сергей Посадов. Сергей Посадов пахнет. Вот. И сейчас мы встали возле Батуми, как раз где-то километрах 10, чтобы отметить день рождения с детишками. И завтра уже, наверное, двинемся дальше. День рождения проходит очень хорошо. Положу? Да, мне очень нравится. А еще у нас впереди торт очень вкусный. Со свечками. Когда наберется 100 тысяч лайков, я сказала, будет крутое самое в мире видео. Ребята, вы не думайте, что мы Владу тут научаем чего-то говорить, она сама все говорит. Она просто смотрит каналы некоторые на ютубе сама. Да, и она тут иногда говорит, что высылайте нам денег, донаты на игрушки, мы это все вырезаем, потому что, ну, чтобы вы не подумали, что мы попрошайничаем. Вот, но Влада, она сама все это говорит. Она у нас полноценная личность. Ты маленький тоже иногда как пошутит что-нибудь. Маша, ты что так не делаешь? Мне нечем. Так жалко, малыши, что когда вы вырастете, уедете от нас куда-нибудь. Мы будем с вами стоять. Чего? Так мы будем с вами стоять. Стареть. Это вам всего лишь, что Владу 7 лет, не 70, а 7 только исполнилось сегодня. Вообще мы вам обещали грузовик, когда вырастем большой, купить автодом.
Значит, купим. Чтобы мы от вас уехали, да? То есть наоборот. Хорошая идея. Мы разъедемся. Хорошая идея, Влад. Мы себе купим автодом, заработаем, мы вам купим Мы автодом. поедем в разные стороны, да? Где моя Вот так вот было. Только нос не зараживал, да? Песик вот из того каравана, там две девушки, как говорят, пришел к нам выпрашивать еду. А там у нас Черное море плещется. Итак, вы готовы к новому конкурсу? Конкурс называется «Отгадать еду». Закрываем шапки на глаза, чтобы ни у кого не было ничего видно. Мы будем по очереди давать вам разную еду. Если кто-то не отгадывает, то переход хода происходит. Понятно? А нам закрывать глаза прямо сейчас? Да, прямо сейчас. И не открывать больше. Только слушайте, острое, пожалуйста, удалите из игры, ладно? Закрывай глаза. Пожалуйста. Глаза. Подай еду. Первый продукт. Ой, а? Сначала Слава. Потом хлеб. Верно. Переходим к следующему продукту. Тихо, сейчас будет Владина очередь. Да, там можно открывать. Нет, никому даже нет, никому Не вообще. Не подглядывать. подглядывать. Вниз нос, Слава, так нечестно ты все видишь. Второй продукт. Влада. Влада. Что это? Сыр. Верно. Следующий Покажи. продукт. Не знаю. Яси, глаза закрывай. Что Яся, такое подглядание? алло, алло. Давай рот. Я сейчас вот говорят, не кто-то еще. Малиновый лук. Неверно. Так, малиновый лук. Закрывай глаза. Шапки никто не Никто открывает. не открывает глаза. Я что еще раз это? Что это? Что это такое? Малиновый. Маринованный. Что? Кто маринованный? Первое слово правильно, второе. Лук. Неверно. Следующее Слава, пробуй. Давай. Тебе переход хода. Переход Ясень. хода. Соленый лук. Неверно. Ну не лук, это по-другому называется. Влада. Оливка. Неверно. Чего, долго Это будем был есть? маринованный Сейчас банку чеснок. все съедите. Не лук, а чеснок. Так вы правильно Закрываем глаза. сказали? Не открываем. Номер 4. Кусай. Сосиска. Верно. А мне? Номер 5. Так, ждем ожидание. Влада не подсматривает. Ну, Влада сейчас, да? Слава! Кому первым? Слава, нечестно играть, Кто неинтересно. первый? Нечестно. Влада, давай. С Из чашкой. чашки. Пить из чашки. Не открывать глаза. Зачем открываешь? Чашку бери в руки, пей. Что это? И разбитое яйцо с турецким сыром. Какое Угадал. яйцо? Разбитое яйцо с турецким сыром. Ну-ка, теперь Слава попробует. Слава, пробуй. Значит, там что, во рту? Во рту, дай мне, что во рту у тебя? Слава? Я жую Давай. сосиску. Я что, будешь пробовать? Не открывать нет, глаза. я Яся, давай. Яся. Ну потом этим сейчас пса Яся, угостим. давай. Следующий будет пробовать пес альбинос. Нет, пес любит. Закрой! Пес альбинос. Что это следующий. такое, Яся? Это Я сопли вам единорога. Не смотреть. Это сопли единорога есть. Баночку соплей, вы что знаете? Скажите, Клей, Клей. выпей баночку соплей. Вот вы. А когда пойдешь гулять, выпей баночку то опять. есть еще налить раз, Закрывайте глаза. Глаза закрыть, всем да? Глаза сесть. закрыть. Нет. О, сели. Яся первая. Номер 6.
мы так нечестно. Слава. Ладно, мы по очереди отгадываем, что нечестно. Я сейчас отгадал верно. Ну вот съешьте по мармеладке. Молодец. Желательно мимимишка. Розовость. Номер 7. Маму даже не вижу. Где вы? Кто первый? Я. Рот Пожалуйста. открывай. Я. А мне? А Да она же не горькая, Да. она сладкая, горчица. Алло. Ешь. Не ешь. ходи, сядь на стул. Вкусно ешь. Назад, где твой? Правильно отгадан. Номер 8. Яся? Рот Да. открывай. Что это? Лед. Верно. Вкусно? Мне ж. Вкуснее, Мне не чем надо чупа-чупс. льда. Ясь. Слава. Что это? Что это? Что это? Нету соображений? Наверное, а если вы... Слава не знает. Следующая Влада. Я пока. Сушеная папайя. А, кстати, наверное, правильно Влад сказала. Это мама неправильно написала. Верно. Держи. Сушеная папайя. Не знаю, как он правильно пишется, но, короче, это 10-й номер. Влада, не открывать глаза. Рот. Что это? Что-то У осенькое. тебя нос двигается даже. Вот, под шапкой пятак двигается. Не открывай рот. Теперь мне Что это? что-то острое. Я не знаю, что это. Славе теперь. Это какой-то перец. Яся. Пей трубочку. Может, шапки снимать? Можете снимать шапки. Что вы скажете подписчикам? Понравилось вам это? Да. Спасибо нашей ведущей Марии за проведенный конкурс. Пожалуйста. Всё. Ешь. А я люблю, обожаю хлопень. Нет. Ну вон там, вон белая горная гряда. Ты говоришь, это что, Кавказские горы уже, когда мы по Турции подъезжали сюда? Ну, я думаю, да, вот там вот Кавказские горы мы их видели из Турции. Но мы проехали. Туда куда-то уходит? Но они уходят вот так вот, наверное, и там мы их пересекаем. Очень красиво здесь. В Грузии. Прям люблю эту страну. То есть там, ну, хотя расстояние вообще небольшое, но кардинально меняется как-то все вот. Ну, странно, не знаю, как это объяснить. Во-первых, все зеленое, вот уже такое здесь. Красивое. Ого, я уже красиво видится. Что? А, и ну и это, наверное, кстати, первый пляж. Первый пляж за 500 километров, мне кажется, так я не уверена. Но в Турции вот эти все прибрежные города на Черном море, которые расположены, они все такие какие-то обыденные, вот, ну просто люди там работают и живут, у них ну, нет такой вот нотки отдыха вот этого морской, хотя море рядом. Там ни пляжей нет, вообще ничего, там просто вот велодорожка вдоль идет, и с другой стороны куча домов. И вот это 500 километров протяженностью. А здесь сразу пересекаешь границу и вот такой вот пляж. Ну, конечно же, в Грузии свое домашнее, хорошее, вкусное, качественное вино. Потому что в Турции, ну, там нет такого вина. Вино у них есть, конечно, свое какое-то местное, но мы его даже там один раз, по-моему, пробовали и все. Не то. А вы спрашивали, кто у нас делает съемки с дрона? Take a train ride just to see you. Ride for hours just to please you. You don't know how much I need you. 'Cause you're my home away from home, away from home, away from being alone.
днем рождения. Ура! С днем рождения! Сильнее, сильнее, сильнее. Еще, еще. Сестренки, Сильно, может, сильно. помогут? Сестренки, помогайте. Помогайте. Еще! 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 Ну ж какие свечи непогасаемые, слушай. Можно, мне кажется, и ветер. Они снова загораются. Ура! У тебя будет миллион, Влад, желаний, потому что они снова и снова загораются. Мне кажется, это не свечи, а бенгальские огни какие-то. Все. Все, затушили. Опять зажглась. Это, наверное, из приколов Вообще каких-то, знаешь, что какие-то невозможно задуть. Вообще. Тихо, тихо. Давайте чайком польем. Тебя ты точно не зажгал. Наша любимая Влада, тебе в 7 лет. Египте- Ты уже 7 лет живешь на этом там свете. проходили. Посмотри на меня. Надеюсь, вкусный Ты будешь нас дальше радовать своим юмором? Конечно, буду. Нет, руки убрали. А Теперь- теперь ложками пусть А едят. теперь учимся, нет. Теперь мы учимся быть кем? Аккуратно. Дамочками. Есть торт под дождем. Аккуратно. Хорошо? Это невозможно. Возможно, здесь уже на блюдце у нас. Свежие тортики еще. Вот этот торт со вкусом клубники На блюдце и кладем торт. батумского дождя. Дождя! Попробуйте. Да вы чё? Да вкуснейший торт! Да вы должны, подписчики, его попробовать. Ты пришлёшь Давайте подписчикам ешьте. твой торт? Такой вкусный, такой вкусный. А мне? Да, какой он вкусный. Эй. Ну, давайте ложечками ешьте. А мы с папой слишком толстые для торта. Нет, ешьте. Вы слишком И слишком худые. злые, чтобы облизывать нож. И вообще я считаю, что всего должно быть в меру. Часто бывает на детских днях рождения или вообще в принципе на праздниках, или когда собираются люди, то покупают всего чрезмерно и потом просто продукты выкидывают в помойку. Вот, я этого делать не люблю. У нас тоже такое бывало не раз. Вот, но я была на одном детском дне рождения, где был именно такой торт, который просто полностью съели дети. Всем хватило по кусочку, и был он полностью доеден. Это идеально. Надо к такому стремиться, чтобы как бы продукты не перевозить, чтобы все было в меру. всегда. Этот можем весь Ну есть вот маленький вроде торт. понравился, да, маленький. Это бисквитный, я бисквит не особо люблю. Вот, но Попробуем. этот бисквитный торт вкуснее, чем тот, который был в Египте. Я попробовала есть, спасибо. Попробуй. Так, поэтому подписчики, не выбирайте Огромный торт по размеру, по красоте, по высоте. А как И надо по- выбирать? И выбирать надо. Ой, Выбирать надо примерно вот такой торт. Он очень вкусный. молодец, Ладно. Вот так катался на шелонках. Попырай, папа! Папа! Надо папу мыть! Надо папу мыть! Надо папу! Так, Ясёк, давай-ка, поди ко мне на ушко, скажи, что ты там нарисовал. Только чтобы Влад не слышал. Ну, слава, слышу. Нет, отойдите. Что там? Скажи мне. А я там Тихо.
Давай. А знал, что у него нарисовано? Что? Как собаки влюбились. А ну-ка показывайте. Вот собаки у него две влюбились друг в друга. Целуются, что ли? Собаки целуются. Это мама и папа. Вот это мальчик, а вот это девочка. Где мальчик? Только подожди, Вот это неправильная картинка без сюжета. Сначала они должны погавкаться, а потом поцеловаться. Вот это будет правильно. Нет, а просто розы дарят, они целуются. А, роза? Красиво. Очень красиво, молодец еще. Вот сердечки летят. Что они уже поцеловались. Где мальчик, а где девочка? Вот мальчик. А где девочка? Вот девочка.